Привет! Это быстрый пересказ главных событий глав с 336 по 340. Безумная схватка на выживание, где Хан Ли лицом к лицу встречает могущественного врага из прошлого. Во-первых, смертельная засада. Пытаясь сбежать с пика, Хан Ли врезается в пространственный барьер и нос к носу сталкивается с юношей в серебряном, золотым бессмертным колоссальной мощи, который когда-то ранил героя и стер ему память. Старый враг со стражами требует выдать секрет создания кристаллов закона времени. Во-вторых, эпичная битва магии и артефактов. Хан Ли блестяще использует законы времени, замедляя пространство и мгновенно уничтожая стражей. Но юноша загоняет его в ловушку, обращает против героя его же горный артефакт и выпускает гигантскую чернильницу с жутким глазом, испускающим разрушающую душу свет. Наконец, неожиданная развязка. Когда кажется, что все кончено, врывается верный союзник Даос Се, одним ударом меча из чистой золотой молнии испепеляет тело юноши. Хан Ли берет в плен его зарождающуюся душу, но прочесть память врага такого уровня не выходит. Плененная душа угрожает. За героем начнет охоту один из могущественнейших лордов этого мира – Сяо Цзиньхань. А теперь слушаем дальше. Глава 341. Очищение зарождающейся души. «Я не помню, чтобы когда-либо говорил, что собираюсь тебя отпустить», — сказал Хан Ли равнодушным голосом. Прежде чем зарождающаяся душа успела ответить, Хан Ли открыл рот и выпустил поток серебряного огня, который мгновенно окутал зарождающуюся душу, и это было не что иное, как пламя сущности Хан Ли. Зарождающаяся душа тут же начала вопить от боли в серебряном пламени, но она не только не подавала никаких признаков того, что ее сжигают, но и без преувеличения можно сказать, что ее аура нисколько не уменьшилась. В очень необычном повороте событий казалось, что пламя сущности совершенно неэффективно против зарождающейся души. Брови Хан Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и серебряное пламя тут же начало кружиться вокруг зарождающейся души крошечным огненным вихрем по его воле, испуская жар, который был в несколько раз сильнее, чем раньше. «Хан Ли, Небесный двор не позволит тебе уйти от ответственности». Завыла зарождающаяся душа, и она приобрела слегка прозрачный вид внутри огненного вихря. Однако пламя сущности не смогло повлиять на зарождающуюся душу дальше этого. После краткого размышления Хан Ли щелкнул пальцем в воздухе, выпустив полосу лазурной ци меча, которая в мгновение ударила по зарождающейся душе. Раздался громкий удар, когда полоса ци меча взорвалась, и на зарождающейся душе от головы до живота появился слабый след, но след быстро исчез без следа. В глазах Хан Ли мелькнул проблеск удивления, когда он увидел это. Товарищ Даос Хань, зарождающиеся души культиваторов, стадии золотого бессмертного чрезвычайно стойкие и принципиально отличаются от зарождающихся душ стадии истинного бессмертного. С такой скоростью тебе потребуется как минимум несколько лет, чтобы полностью уничтожить ее. Эта битва длилась не очень долго, но нет никакой гарантии, что люди на пике белого нефрита не заметили его отсутствие, сказал Даос Се. Что же ты предлагаешь мне делать с этой зарождающейся душой, брат Се? Если я просто отпущу ее на свободу, то неприятностям не будет конца, сказал Хан Ли, слегка нахмурив брови. Зарождающиеся души стадии золотого бессмертного довольно трудно уничтожить, но только для истинного бессмертного. С моей нынешней силой стадии золотого бессмертного я могу уничтожить эту зарождающуюся душу для тебя, и если ты готов потратить необходимые камни бессмертного происхождения, ответил Даос Се. Глаза Хан Ли тут же слегка загорелись, когда он услышал это. Действуй, брат Се, я готов потратить камни бессмертного происхождения. Даос Се кивнул в ответ, а затем открыл рот, чтобы выпустить огромное пространство золотой молнии, которая ненадолго переплелась в воздухе, образуя плотную сеть молнии, которая оплела зарождающуюся душу. Дуги молнии непрерывно сверкали на поверхности сети молнии, и она испускала удивительно грозную ауру, образуя золотой и серебряный шар света, переплетаясь с пламенем сущности. Непрерывно раздавался треск, когда зарождающаяся душа начала сильно биться в конвульсиях, и она становилась прозрачной со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Примерно через 15 минут Даос Се сделал печать рукой, и все дуги золотой молнии исчезли, открыв зарождающуюся душу, окутанную серебряным пламенем. Брови Хан Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, но тут же разгладились. Тело зарождающейся души все еще оставалось, но оно уже стало полностью прозрачным, и на его поверхности остались лишь слабые следы золотого света.
Ее глаза были совершенно безжизненными, а духовные колебания, которые она испускала, были чрезвычайно слабыми, так что было ясно, что духовная сила внутри нее уже была полностью уничтожена, оставив после себя лишь пустую оболочку. Почему ты не уничтожил эту зарождающуюся душу полностью, брат Се? Наверняка у тебя еще осталось несколько камней бессмертного происхождения из тех 500, что я тебе дал, спросил Ханли. У меня нет намерения экономить для тебя камни бессмертного происхождения, просто я внезапно вспомнил, что зарождающиеся души стадии золотого бессмертного являются основным ингредиентом для изготовления пилюли, известной как пилюля золотой души, поэтому было бы расточительно уничтожать ее. На данный момент, даже если бы в зарождающейся душе были какие-либо ограничения, они уже были бы полностью устранены, так что тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы держать ее рядом с собой, объяснил Даос Се. Что делает эта пилюля золотой души? Спросил Ханли. Я не уверен. В последнее время я вспоминаю обрывки воспоминаний, и одно из них содержало информацию о пилюле золотой души. Похоже, это довольно редкий тип пилюли, и я расскажу тебе, что она делает, если мне удастся вспомнить, ответил Даос Се. Хорошо, ответил Ханли, кивнув, а затем убрал свою цепь духовного чувства. После этого он достал нефритовый ящик и положил в него зарождающуюся душу, а затем прикрепил к ящику несколько запечатывающих талисманов, прежде чем убрать его. Поздравляю с возвращением потерянного сокровища, товарищ Даос Хань. Это сокровище здесь тоже довольно грозное, сказал Даос Се, протягивая объединенные 5 экстремальных гор и черную чернильницу, которые он держал. Ханли принял пару сокровищ, и в его глазах появился восторженный блеск, когда его взгляд сначала упал на черную чернильницу. Это определенно было приобретенное бессмертное сокровище очень высокого калибра, и истинный свет уничтожения души, который он был способен высвобождать, казалось, содержал какую-то силу закона, которая могла напрямую навредить душе. Это сокровище, скорее всего, было виновником его амнезии и последующего падения в царство духовной сферы. Кроме того, черное облачное пространство, которое оно создавало, также было довольно хорошим устройством для захвата. Однако у него не было времени подробно изучать это сокровище сейчас, и он перевел свой взгляд на объединенные 5 экстремальных гор. Он усовершенствовал это сокровище, готовясь к своему вознесению, и вложил в создание сокровища неизмеримое количество времени, усилий и ресурсов. Теперь, когда он вернул его, он не мог не испытывать легкую сентиментальность. Как и заявил молодой человек в серебряной мантии, нынешние объединенные 5 экстремальных гор уже сильно отличались от того, чем они были когда-то. Их основой по-прежнему были 5 гор, но каждая гора была пропитана множеством видов духовных материалов, а также была усовершенствована с использованием более продвинутого метода. Одной мысли об ограничивающей способности, высвобождаемой молодым человеком в серебряной мантии с помощью этого сокровища, было достаточно, чтобы Ханли пришел в восторг. Однако время сейчас было на вес золота, поэтому у него не было времени внимательно изучить пару сокровищ, и он быстро убрал их. Нам следует убраться отсюда как можно скорее, товарищ Даос Хань. Нам нужно уйти, прежде чем битва на пике белого нефрита закончится, предупредил Даос Се. Я тоже хочу убраться отсюда, но это ограничение довольно грозное, и не так-то просто прорваться. У тебя есть какие-нибудь способы обойти его? Спросил Ханли с кривой улыбкой. Даос Се подлетел к стене желтого тумана, пока говорил, и он кратко осмотрел ее, прежде чем внезапно прижать к ней ладонь, после чего на его руке появился слой желтого света. Ханли слегка замялся, увидев это, после чего в его глазах появился проблеск любопытства. С тех пор, как он полностью слился с этой марионеткой, Даос Се стал гораздо более реалистичным и гораздо больше походил на настоящего живого культиватора. Несколько мгновений спустя Даос Се убрал ладонь, и Ханли спросил, что ты думаешь, это очень сложное ограничение со многими взаимосвязанными слоями. Тот, кто установил это ограничение, должно быть исключительный мастер, размышлял Даос Се. Есть ли способ прорваться сквозь него? Спросил Ханли. Есть, но для активации одной из способностей этой бессмертной марионетки потребуется большое количество камней бессмертного происхождения, ответил Даос Се. Сколько тебе понадобится? Спросил Ханли. В дополнение к тому, что у меня осталось, мне понадобится еще около 300, ответил Даос Се. Ханли был сильно ошеломлен, услышав это, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он сказал: «Хорошо, просто делай то, что нужно». Чтобы заманить молодого человека в серебряной мантии, чтобы Даос Се мог напасть на него, он уже поместил около 600 камней бессмертного происхождения в тело Даоса Се, и теперь, когда ему приходилось тратить еще 300 камней бессмертного происхождения, это уже было близко к трети всего его богатства. Похоже, ему придется экономно использовать Даос Се, если в этом не будет крайней необходимости.
Он все еще надеялся, что сможет купить некоторые ингредиенты для пилюль Да, используя свои камни бессмертного происхождения, и это были значительные расходы. Подумав об этом, он перевернул руку, чтобы достать мешочек для хранения, который он бросил Даосусе. Даоссе, не теряя времени, вытащил все камни бессмертного происхождения из мешочка для хранения, прежде чем напрямую проглотить их, а затем сказал: «Мне также потребуется помощь твоих воинов Да». Хань Ли слегка замялся, услышав это, но должным образом подчинился, протянув свою тыкву воинов Да, Даосусе. Даоссе сделал печать рукой, и в отверстии тыквы тут же появился поток яркого желтого света, после чего серия темно-желтых бобов хлынула дождем. Вскоре были высыпаны несколько сотен бобов воинов Да, и Даоссе начал произносить заклинание, после чего узоры на поверхности бобов загорелись в унисон. Бобы начали испускать яркое желтое свечение, но вместо того, чтобы превратиться в воинов Да, они слегка расширились, прежде чем медленно удлиниться, образуя то, что, казалось, было серией желтых деревянных стержней. Эти деревянные стержни излучали яркий желтый свет, и они соединялись друг с другом, образуя, казалось бы, беспорядочную формацию, но на самом деле она была гораздо более сложной, чем казалось. Хань Ли был весьма заинтригован, увидев это. Воинов Да нередко использовали для создания формаций, но Хань Ли никогда не видел, чтобы кто-нибудь использовал воинов Да в качестве флагов формации, как это делал здесь Даоссе, и он не мог не задаться вопросом, не был ли этот метод использования воинов Да чем-то, что Даоссе недавно вспомнил. Пока Даоссе продолжал произносить свое заклинание, он выпустил из своих рук серию печатей заклинания, каждая из которых безошибочно падала на деревянные стержни. Все сотни деревянных стержней в унисон содрогнулись, и из них поднялись бесчисленные полупрозрачные желтые нити, прежде чем переплестись, образуя желтую формацию. Сразу же после этого Даоссе выбросил вперед обе ладони, и все деревянные стержни мгновенно влетели в стену желтого тумана, которая начала бурлить и испускать слой желтого света, чтобы преградить путь деревянным стержням. Даоссе делал быструю серию печатей руками, и бесчисленные потоки желтого света быстро циркулировали по всей желтой формации, насильно подавляя желтый свет, испускаемый стеной тумана, по мере того, как деревянные стержни медленно продвигались вперед. Участок стены тумана, который был охвачен желтой формацией, начал быстро рассеиваться, создавая огромную вмятину. Когда желтый туман рассеялся, появился полупрозрачный световой барьер с разноцветными огнями, бушующими на его поверхности, и, похоже, это было еще одно сложное ограничение. Хань Ли слегка кивнул при виде формации, а Даоссе сел, скрестив ноги, и продолжил произносить свое заклинание. Внезапно над его телом появились толстые дуги золотой молнии, испускающие вспышки яростных колебаний закона, которые распространялись во всех направлениях. Вся изначальная ци мира в радиусе 1000 километров была взбудоражена, образуя шары фиолетового света, которые сходились на Даоссе. Глава 342. Покидая секту. Появилась серия темных облаков, и они быстро сошлись, чтобы скрыть все небо. Дуги молнии время от времени сверкали в облаках среди оглушительных раскатов грома, и безграничная духовная ци атрибута молнии сходилась со всех сторон, прежде чем слиться с облаками. Даоссе сделал печать рукой, произнося заклинание, и молния сверкнула над его телом, прежде чем распространиться наружу, образуя огромную формацию молний площадью в несколько гектаров. Формация молний была довольно своеобразной. Она была очень тонкой и длинной, и внутри нее в воздухе витали бесчисленные руны молнии. Внезапно Даоссе открыл глаза, прежде чем бросить печать заклинания в небо, и из облаков начали бить молнии. Вся молния была влита в формацию молний вокруг Даоссе, заставляя ее сиять, испуская вспышки громового грохота. Хань Ли стоял в воздухе, и он казался довольно спокойным и собранным, но на самом деле он чувствовал сильное напряжение. Его битва с молодым человеком в серебряной мантии была довольно короткой, но она вызвала довольно много шума, и эта формация молний испускала чрезвычайно грозные колебания энергии, которые определенно были заметны для тех, кто находился на пике белого нефрита. Он мог только надеяться, что битва там все еще бушует, чтобы у него было достаточно времени, чтобы сбежать. Как раз в этот момент Даоссе издал низкий рев, и формация молний внезапно поднялась с земли, зависнув в воздухе, быстро сжимаясь. Всего через несколько секунд она уменьшилась с первоначального размера в несколько гектаров до шара молнии размером всего около 90 метров, и он испускал ослепительную молнию, на которую было слишком больно смотреть. Вперед Даоссе внезапно поднялся на ноги, сделав печать рукой, и шар молнии выстрелил полосой белого света, ударив по вмятине в стене желтого тумана с невероятной скоростью, быстро вращаясь. Раздался оглушительный грохот, и все горы в радиусе нескольких сотен километров начали сильно трястись. В земле образовались массивные траншеи, а некоторые из более мелких гор были полностью разрушены, являя собой зрелище, подобное концу света.
Ограничение желтого тумана также бурно бурлило, и казалось, будто по его поверхности катятся бушующие волны. Из шара молнии вырывались невероятно толстые молнии, прежде чем распространиться по ограничению желтого тумана, отслаивая его слой за слоем, но в то же время окружающий желтый туман также постоянно сходился, чтобы восполнить туман, который был снесен, и возникла патовая ситуация. «Товарищ Даос Хань, мне нужна твоя помощь», — внезапно сказал Даос Се. Хань Ли тут же подпрыгнул в воздух без колебаний, услышав это, и после нескольких вспышек лазурного света он появился не более чем в 90 метрах от вмятины в ограничении желтого тумана. Затем он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить 72 полосы золотого света, которые на мгновение закружились вокруг него, прежде чем мгновенно сформировать гигантский золотой меч длиной в несколько сотен метров с золотой молнией, сверкающей вокруг него. Хань Ли сделал печать рукой, и гигантский меч по его воле рубанул вперед. Внезапно полоса света меча длиной более 300 метров, с золотой молнией, сверкающей по всему его лезвию, ударила по вмятине в желтом тумане с огромной силой. Раздался оглушительный грохот, и этот удар меча Хань Ли оказался последней каплей, которая переполнила чашу, разорвав весь желтый туман, который сходился со всех сторон, чтобы значительно замедлить скорость восстановления ограничения. Даос Се издал громкий рев, увидев это, и шар света взорвался раскаленным солнцем, когда ударные волны, видимые даже невооруженным глазом, распространились во всех направлениях. Наконец, в ограничении желтого тумана образовалась огромная дыра размером с дом. После нанесения этой атаки молния, сверкающая над телом Даоса Се, быстро угасла, и он выглядел довольно утомленным. Хань Ли тут же взмахнул рукой в воздухе, чтобы сделать печать заклинания, и сотни бобов-воинов Да вылетели обратно из стены желтого тумана, прежде чем вернуться в его тыкву. Сразу же после этого из его тела вырвался поток лазурного света, поглотивший как Даоса Се, так и тыкву, прежде чем он вылетел из ограничения через огромную дыру. Сразу же после того, как он вылетел через дыру, желтый туман сошелся со всех сторон, чтобы снова запечатать ее в мгновение ока. Затем все волнения в стене желтого тумана быстро утихли, и было такое ощущение, будто ничего не произошло. Хань Ли бросил взгляд на небо снаружи и испустил долгий вздох облегчения, чувствуя, что только что спасся от смерти. Затем он повернулся к Даосу Се и спросил: «Как ты себя чувствуешь, брат Се? Ограничение оказалось гораздо более грозным, чем я ожидал. Хорошо, что ты вмешался в нужный момент, чтобы разрушить его, но после этого мне придется долго отдыхать», — ответил Даос Се. Хань Ли кивнул в ответ, а затем взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить 12 отрезков дерева сдерживания молнии, а затем начал произносить заклинание. Над деревом сдерживания молнии появились дуги молнии, быстро образуя формацию молниеносной телепортации с бесчисленными рунами молнии, сверкающими внутри нее, заставляя близлежащее пространство деформироваться и рябить. Хань Ли на мгновение закрыл глаза, чтобы что-то почувствовать, а затем быстро открыл их, прежде чем слегка кивнуть и убрать печать. Формация молниеносной телепортации тут же прекратила работать, и бесчисленные дуги молнии вернулись в отрезки дерева сдерживания молнии, прежде чем их убрали. Формация молниеносной телепортации функционировала нормально, а это означало, что впереди не было никаких пространственных ограничений. Даже для Дворца Бессмертных установить это одно ограничение уже было довольно сложно, так что не может быть второго, еще большего ограничения за его пределами, заметил Даос Се. Возможно, это так, но ситуация на пике белого нефрита может измениться в любой момент, так что давайте пока уберемся отсюда, сказал Хань Ли, оглянувшись на ограничение желтого тумана, а затем сделал печать рукой, чтобы создать вокруг себя меньшую формацию молниеносной телепортации. Даос Се влетел в руки Хань Ли полосой золотого света, после чего они оба были телепортированы. Примерно через 2 часа. Дуги золотой молнии вырвались из пространства над пиком багрового рассвета, образуя формацию молниеносной телепортации, и внутри нее появился Хань Ли, выглядя немного бледным и утомленным. Он последовательно использовал свою формацию молниеносной телепортации, чтобы как можно быстрее добраться до пика багрового рассвета, и даже при поддержке камней бессмертного происхождения его запасы бессмертной духовной силы все еще были сильно истощены. Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем спуститься с неба. Все слуги уже были предупреждены раскатом грома, который только что раздался, и они поспешно бросились вперед, чтобы поприветствовать Хань Ли. Многие из слуг старейшин стадии истинного бессмертного также отправились на церемонию проповеди, и в этот момент на горе осталось всего 3 слуги. В конце концов, гору нельзя было просто оставить без присмотра. 3 слуг как раз собирались поклониться Хань Ли, когда он поднял руку и сказал: «Не нужно формальностей. Подождите здесь минутку, мне нужно кое-что вам сказать». После этого Хань Ли тут же во вспышке влетел в свою пещерную резиденцию, прибыв прямо в сад духовных растений внутри.
У него была привычка носить с собой важные предметы, но он не мог постоянно носить с собой эти духовные растения, и именно поэтому он рискнул вернуться сюда, несмотря на срочность ситуации. Он потратил огромное количество времени, энергии и ресурсов на сбор этих духовных растений, и он, конечно, не мог просто оставить их. Он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить поток лазурного света, который мгновенно охватил весь сад духовных растений. В следующее мгновение все духовные растения поднялись из земли вместе с окружающими участками духовной почвы, прежде чем один за другим влететь в руки Ханли. Затем он быстро разложил их по подходящим контейнерам, прежде чем убрать в свой браслет для хранения. Несколько мгновений спустя вся пещерная резиденция содрогнулась, когда все ограничения были сняты, и из всех частей пещерной резиденции вылетела серия инструментов формации, прежде чем их также убрали. Снаружи пещерной резиденции трое слуг озадаченно переглядывались. «Что происходит?» — пробормотал квадратный молодой человек неуверенным голосом. Мэн Сюн был одним из 3 слуг, и он покачал головой в ответ. «Я не знаю, но, судя по выражению лица старейшины Ли, должно быть, произошло что-то очень важное. Возможно, это как-то связано с теми сильными толчками, которые мы чувствовали раньше». Как раз в этот момент Ханли появился перед ними словно призрак среди вспышки лазурного света, и прежде чем 3 слуг успели что-либо сделать, он сказал: «Время не ждет, поэтому я буду краток». Секта столкнулась с серьезным кризисом, связанным с Дворцом Бессмертных, и, скорее всего, будут очень далеко идущие последствия. Я планирую немедленно покинуть это место, и у вас сейчас есть 2 варианта: пойти со мной или остаться здесь, чтобы позаботиться о себе. Вы все служили мне много лет, поэтому, даже если вы решите остаться, я оставлю вам несколько сокровищ и ресурсов». Выражение лиц 3 слуг резко изменилось, когда они услышали это. Это был слишком резкий поворот событий, и они не знали, что делать. «Я даю вам 10 секунд, чтобы принять решение», — сказал Ханли, заложив руки за спину. Как только его голос затих, Мэн Сюн шагнул вперед, сложив кулак в почтительном приветствии. «Старейшина Ли, мои способности довольно посредственные, и без всего, что вы мне дали, я бы никак не смог достичь своей нынешней базы культивации. Я готов и дальше следовать за вами». Ханли кивнул в ответ, а затем жестом пригласил Мэн Сюна встать рядом с ним. Сразу же после этого квадратный молодой человек также шагнул вперед, выразив желание следовать за Ханли. Молодого человека звали Мэн Гуан, и он был немногословен. Последний слуга оставался стоять на месте, опустив голову, и ничего не говорил, но его решение было ясно. Ханли тоже ничего не сказал, перевернув руку, чтобы достать мешочек для хранения, который он бросил слуге. «Спасибо, старейшина Ли», — сказал слуга, поймав мешочек для хранения, прежде чем поспешно поклониться в знак уважения. «Пошли», — сказал Ханли, а затем, не теряя времени, взмахнул рукавом в воздухе, выпустив поток лазурного света, который поглотил Мэн Сюна и Мэн Гуана, прежде чем улететь. Вскоре после этого на вершине горы, недалеко от пика багрового рассвета Триу, Ханли было окружено кругом дерева сдерживания молнии. Ханли сделал печать рукой, и из дерева сдерживания молнии вырвались дуги золотой молнии, образуя вокруг них огромную формацию молниеносной телепортации. Окружающее пространство начало рябить, как вода, и рябь распространилась во всех направлениях. Мэн Сюн и Мэн Гуан были весьма встревожены, увидев это, и оба рефлекторно закрыли глаза. Сразу же после этого все 3 исчезли среди вспышки молнии и грохочущего раската грома. Глава 343. Планы. В определенном районе моря, к западу от континента Древнего Облака. Это место находилось недалеко от моря гроз, и небо было заполнено темными облаками с молниями, сверкающими внутри них. Однако, в отличие от молнии в глубине моря гроз, молния здесь была гораздо менее грозной. Время от времени с неба обрушивалась 1 или 2 молнии, но для обычного культиватора, если он действовал осторожно, не было никакой угрозы серьезного телесного повреждения. Морская вода здесь была чрезвычайно мутной, почти как грязь, и вся поверхность моря была окутана плотным покровом серого тумана, который казался бесконечно обширным, и в тумане выли странные порывы ветра, которые издавали звук, напоминающий человеческие рыдания. Это место было известно как море рыдающего тумана, и оно было очень известным районом к западу от континента Древнего Облака, но не по хорошим причинам. Под этим районом моря находилась огромная шахта серого горного хрусталя, и после того, как она была полностью истощена, морская вода приобрела этот мутный вид, и возник этот покров серого тумана. Мутная морская вода и туман не были вредны для человеческих культиваторов, но морские демоны-звери, казалось, сильно ненавидели эту среду, и большинство из них перебралось в другое место. В результате популяция культиваторов в регионе также сокращалась год от года, делая это место все более бесплодным и пустынным.
Глубоко в море рыдающего тумана находился черный остров, радиус которого составлял менее 10 километров, а в центре острова находилась чрезвычайно пустынная черная гора высотой в несколько тысяч метров. Как раз в этот момент во вспышке золотого света мелькнула нечеткая пещера у подножия горы, и вся гора слегка содрогнулась. Золотой свет несколько раз вспыхнул, прежде чем внезапно значительно усилился, и даже окружающая черная скала горы была освещена золотым цветом, в то время как из пещеры вырвалась грозная аура. Однако как раз в этот момент в отверстии пещеры появился лазурный световой барьер с бесчисленными лазурными рунами, сверкающими на его поверхности, перехватывая ауру, прежде чем она смогла распространиться еще дальше. Даже в этом случае весь остров все еще сильно содрогался, а близлежащий серый туман также бурлил. Как раз в этот момент вдалеке раздался громкий крик, и лазурная тень с невероятной скоростью вылетела, прежде чем приземлиться возле Черного острова, обнаружив, что это лазурная птица. Птица была массивной, с размахом крыльев около 90 метров, у нее была большая голова в сочетании с тонкой шеей. Все ее тело было покрыто стреловидными лазурными перьями, а перед грудью висел большой мясистый мешок, что придавало ей довольно отвратительный вид. На спине птицы стояла никто иная, как Мэн Цинцань, а птица, естественно, была перьевушкой. В глазах Мэн Цинцань появился проблеск восторга при виде золотой молнии, сверкающей в пещере, и внезапно золотая молния в пещере засияла еще ярче, в то время как начали появляться толстые дуги золотой молнии. Части черных каменных стен, пораженные дугами золотой молнии, разбивались, как тофу, и вскоре вся гора рухнула, открыв шар молнии размером в несколько сотен метров. Внутри шара света можно было увидеть тень громоздкой формации молниеносной телепортации, и дуги золотой молнии врезались в окружающий лазурный световой барьер, заставляя его сильно дрожать, но он оставался целым. Внезапно шар золотой молнии снова вспыхнул, и невероятно толстый столб золотого света прорвался сквозь лазурный световой барьер, прежде чем вырваться в небеса. Вся изначальная ци мира в радиусе сотен километров бурно забурлила, как и близлежащее море рыдающего тумана, образуя огромный вихрь вокруг столба молнии. Столб золотой молнии продержался несколько секунд, прежде чем медленно рассеяться, и шар золотой молнии на острове также исчез, открыв Ханьли, Мэн Сюна и Мэн Гуана. Мэн Цинцань тут же спустилась со спины перьевушки с радостным выражением лица, и она как раз собиралась что-то сказать, когда Ханьли сообщил: «Сейчас не время для разговоров. Идите за мной». Сразу же после этого он вызвал лазурный летающий корабль среди вспышки лазурного света, и он мгновенно увеличился до размеров более 30 метров. По обе стороны от летающего корабля находились два ряда лазурных духовных крыльев, образованных духовной силой. Этот корабль лазурного луаня был тем, что он получил от истинного бессмертного во время выполнения задания, и это не было сокровище особо высокого калибра, но тем не менее, он был довольно быстрым. Ханьли взлетел на летающий корабль, за ним последовали Мэн Сюн и Мэн Гуан. Мэн Цинцань слегка замялась, прежде чем тоже сделать то же самое, а затем наложила печать заклинания, чтобы убрать перьевушку в свой мешочек для духовных зверей. Щелчком пальца около дюжины толстых полос лазурной ци меча были отправлены в полет по воздуху, прежде чем ударить по черному острову внизу, мгновенно разрушив то, что от него осталось, и заставив его полностью погрузиться в море без следа. В то же время Ханьли сделал печать другой рукой, и лазурный летающий корабль начал сиять, когда он выстрелил вдаль лазурной тенью, исчезнув в мгновение ока. Вскоре после их отъезда издалека прибыли две полосы света, открывая пару человекоподобных фигур, одна из которых была даосским священником средних лет в черной шляпе, а другая — пожилым человеком в серой мантии. «Это то самое место». «Колебания духовной ци еще не полностью рассеялись», — сказал даосский священник с оттенком волнения на лице. На лице пожилого человека в серой мантии также было радостное выражение, и он кивнул в ответ. «Действительно, и это какие-то чрезвычайно грозные колебания духовной ци. Я видел, как отсюда в воздух поднимается огромный столб золотого света. Может быть, какое-то сокровище вот-вот появится». Пока он говорил, он уже высвободил свое духовное чувство, чтобы осмотреть свое окружение. Это определенно возможно. Этот район моря всегда был очень непредсказуемым, так что меня ничто не удивит, ответил даосский священник, а затем перевернул руку, чтобы достать желтое блюдце сокровища с бесчисленными рунами, выгравированными на его поверхности. Вспышки пульсирующего желтого света вырвались из блюдца сокровища, охватив всю окружающую область в радиусе нескольких километров. После того, как некоторое время безуспешно обыскивал местность, пожилой человек в серой мантии спросил: «Ты что-нибудь нашел, товарищ Даос Вань?» Даосский священник хранил молчание, продолжая использовать свое блюдце сокровища, чтобы высвобождать ореолы пульсирующего желтого света. Несколько мгновений спустя он убрал печать руки, и пожилой человек в серой мантии поспешно спросил, что произошло. Этот столб света не был предвестником появления какого-либо сокровища. Вместо этого это был результат того, что кто-то высвободил здесь какую-то способность, вздохнул даосский священник.
Лицо пожилого человека в серой мантии слегка омрачилось, когда он услышал это, и он все еще цеплялся за проблеск надежды, когда спросил: «Ты уверен, все 9 слоев ограничений в моей драгоценной пластине домена были активированы, так что ошибки быть не может», ответил даосский священник, закатив глаза. Пожилой человек в серой мантии покачал головой с кривой улыбкой и ответил: «В таком случае, похоже, мы зря волновались. Кстати, тебе удалось определить базу культивации этого человека, судя по сохраняющимся здесь колебаниям духовной ци. Они, скорее всего, были на стадии интеграции тела или выше», ответил даосский священник. Выражение лица пожилого человека в серой мантии слегка изменилось, когда он услышал это, и в его глазах появился проблеск затаённого страха, когда он сказал: «В таком случае, хорошо, что мы прибыли поздно. В противном случае, если бы мы были раньше и разозлили этого старшего, то мы бы оказались в серьезной опасности. В любом случае, нам следует немедленно покинуть это место, чтобы избежать возможных недоразумений», спокойным голосом ответил даосский священник. «Действительно, товарищ Даосвань», тут же ответил пожилой человек в серой мантии, кивнув. Вскоре после этого 2 полосы света поднялись в небо, прежде чем улететь вдаль. К этому моменту Хань Ли и остальные уже были на расстоянии сотен тысяч километров. Хань Ли некоторое время кружил над морем, а затем прибыл в другой большой прибрежный город в западном регионе континента Древнего Облака. Это место было известно как город Небесных Облаков, и оно было столицей нации Небесных Облаков. Это был довольно большой город, который непосредственно граничил с духовной жилой приличного размера, что делало его очень пригодным для жизни местом. Город был не только довольно близок к морю гроз, но и его большие размеры означали, что многие культиваторы, проезжающие через этот район, предпочли бы остановиться здесь, чтобы немного отдохнуть и пополнить запасы. Некоторые из высокоуровневых культиваторов, возвращающихся из приключений в море гроз, также приезжали в город, чтобы продать или обменять свою добычу. В результате город Небесных Облаков становился все более процветающим с каждым днем, и он уже стал одним из крупнейших городов в радиусе десятков тысяч километров. Хань Ли и остальные пробрались в город, а затем выбрали уединенную гостиницу среднего размера для проживания. Даже самый грозный культиватор, расквартированный в городе, был только на стадии интеграции тела, так что, естественно, не было никаких шансов, что Хань Ли будет обнаружен. В ту ночь в комнате для гостей Хань Ли сидел на главном стуле, а Мэн Сюн, Мэн Гуан и Мэн Цинцань почтительно стояли перед ним. Создав ограничение звукоизоляции, Хань Ли кратко рассказал троице о том, что произошло в Даа Пылающего Дракона. На данный момент Мэн Цинцань обладала самой продвинутой базой культивации из всех слуг, но ей очень не хватало жизненного опыта, и она на мгновение полностью оцепенела, услышав такие шокирующие новости. Мэн Сюн и Мэн Гуан уже знали, что во время церемонии проповеди что-то должно было случиться, но они все еще были поражены, услышав историю Хань Ли. «Цинцань, я дам тебе выбор, как и остальным, и условия останутся прежними». «Каков твой выбор?» — спросил Хань Ли. Мэн Цинцань хранила молчание, казалось, все еще находясь под впечатлением от бомбы, которая только что на нее упала. «Если тебе нужно обсудить этот вопрос с Юнгуй, прежде чем принять решение». «В этом нет необходимости», — без колебаний ответила Мэн Цинцань. «Я не колебалась, старший Ли, я просто была удивлена. Независимо от того, какой выбор сделает мой брат, я готова и дальше следовать за вами». Хань Ли кивнул в ответ, а затем сказал: «Сейчас я больше не старейшина Даа Пылающего Дракона, так что в будущем ты не должна называть меня так, понятно?» «Да, старший Ли», тут же хором ответили трое слуг. Хань Ли ничего больше не сказал, когда поднялся на ноги, а затем подошел к окну, бросив взгляд на далекое море гроз с задумчивым выражением. Через долгое время Хань Ли все еще ничего не сказал, и после краткого колебания Мэн Цинцань робко спросила: «Каковы ваши планы на будущее, старший Ли?» Хань Ли не ответил, казалось, все еще молча о чем-то размышляя. Троица Мэн Цинцань переглянулась, и они, естественно, не посмели его беспокоить, поэтому могли только молча ждать. Много времени спустя Хань Ли, наконец, заявил: «Я планирую на некоторое время покинуть континент Древнего Облака». Глава 344. Добыча. Мэн Цинцань слегка замялась, услышав это, а затем поспешно сказала: «Старший Ли, мой брат и брат Сунь еще не прибыли, не могли бы вы подождать еще немного? Они очень преданы вам, и я уверена, что они решат и дальше следовать за вами. Ваши базы культивации все еще довольно слабые, поэтому я оставлю вас всех здесь, в городе Небесных Облаков. Рядом с этим городом находится довольно хорошая духовная жила, и он идеально подойдет для ваших потребностей в культивации», — ответил Хань Ли. Мэн Цинцань не очень хотела соглашаться с таким распорядком, но он понимала, что Хань Ли уже принял решение, поэтому могла только кивнуть в ответ. «Да, старший Ли».
«Идите за мной», — сказал Ханли, а затем направился наружу. Вскоре после этого все четверо прибыли в тихий лес под названием Лунный лес в западной части города. Лес находился ближе всего к духовной жиле, поэтому изначальная ци мира здесь была очень обильной, и по всему лесу были разбросаны отдельные дворы, каждый из которых был окутан ограничениями и отделен бамбуковыми рощами и искусственными горами. Это были временные пещерные резиденции, построенные высокоуровневыми культиваторами, прибывшими из-за пределов города. В конце концов, некоторые культиваторы предпочитали мир и покой и не хотели останавливаться в гостиницах. В этот момент Ханли и его группа прогуливались по лесу под руководством молодого человека в белой мантии. Все наши пещерные резиденции были спроектированы мастерами-ремесленниками, а лес разделен на 4 зоны – А, Б, С и Д. В пещерных резиденциях зоны А самая обильная духовная ци, а в зоне Д – наименее обильная духовная ци. Сейчас мы находимся в зоне Д, но даже здесь изначальная ци мира гораздо обильнее, чем в других местах города, и он может ускорить скорость культивации на четверть, в то время как пещерные резиденции в зоне А могут увеличить скорость культивации вдвое, с энтузиазмом представил молодой человек в белой мантии. «Отведите нас в зону А», — бесстрастно сказал Ханли. Молодой человек в белой мантии понял, что именно Ханли принимает решение, и он был в восторге, услышав это. «Пожалуйста, идите за мной, товарищи даосы». Несколько мгновений спустя группа прошла через арку и прибыла в большой бамбуковый лес, внутри которого можно было увидеть несколько пещерных резиденций. Ханли поднял бровь, увидев это. Изначальная ци мира здесь была гораздо обильнее, чем снаружи, почти сравнимой с некоторыми горами в Да Пылающего Дракон, и Мэн Сюн и Мэн Гуан были в восторге, почувствовав это, в то время как Мэн Цинцань молча шла сзади со сложным выражением лица. «Это зона А. Что вы думаете, товарищи даосы?» — спросил молодой человек в белой мантии. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Ханли поинтересовался. Здесь есть свободные пещерные резиденции. Глаза молодого человека в белой мантии тут же загорелись, когда он услышал это, и он ответил: «Есть. Есть 3 свободные пещерные резиденции. Какую цену вы можете предложить мне, если я арендую их на длительный срок?» — спросил Ханли. Молодой человек в белой мантии взглянул на Ханли, а затем назвал цену. Ханли повернулся, чтобы осмотреть свое окружение, пока воздерживаясь от ответа. «Наши пещерные резиденции лучшие в городе небесных облаков, поэтому арендная плата немного дороже, но вы определенно получаете хорошее соотношение цены и качества». Ханли взмахнул рукой, чтобы прервать молодого человека в белой мантии, а затем вытащил мешочек для хранения, который бросил ему, сказав: «Я арендую все 3 пещерные резиденции на 300 лет пока что». Молодой человек в белой мантии поймал мешочек для хранения, а затем кратко осмотрел его содержимое своим духовным чувством, и на его лице тут же появилось восторженное выражение. Он вытащил 3 лазурных значка, прежде чем протянуть их Ханли, а затем сказал: «Это значки ограничений для 3 пещерных резиденций. Вам нужно, чтобы я проводил вас туда? Не нужно, мы дойдем сами». «Можешь идти», — ответил Ханли, принимая значки. Молодой человек в белой мантии тут же ушел, а Ханли вытащил еще один мешочек для хранения, прежде чем протянуть его 3 слугам вместе с 3 значками. В этом мешочке для хранения есть некоторые ресурсы для культивации. Оставайтесь здесь и совершенствуйтесь, а я уже сообщил Мэн Юнгуй и Сунь Бучену, чтобы они пришли сюда». Мэн Сюн и Мэн Гуан оба кивнули в ответ. «Надолго ли вы уходите, старший ли?» — внезапно спросила Мэн Цинцань. «Как минимум на несколько десятилетий, возможно, даже более чем на столетие. Если кто-то из вас передумает в течение этого времени, то вы можете уйти», — спокойно ответил Ханли, а затем внезапно исчез с места. Мэн Цинцань поспешно сделала несколько шагов вперед, но Ханли уже нигде не было видно, поэтому он могла только испустить унылый вздох, но затем в ее глазах появилось решительное выражение. Несколько месяцев спустя. Где-то в море гроз среди волн плыла массивная черный корабль. Морская вода вокруг гигантского корабля непрерывно бурлила, время от времени поднимались волны высотой в несколько сотен метров, а темные облака в небе висели на очень низкой высоте, и время от времени обрушивались толстые молнии. Кораблю совершенно не мешали волны и молнии, и он быстро продвигалась по морю, как гигантский зверь. Черный корабль был молниеносный морской корабль, и он направлялся с континента древнего облака в город раскатов грома, континента первобытной волны. В отличие от враждебной обстановки снаружи, внутри гигантского корабля все было очень гармонично, люди постоянно проходили по коридорам, а рестораны и чайные на верхнем этаже лодки были очень оживленными и шумными. Некоторые из культиваторов в корабле даже собрались вместе, чтобы провести несколько небольших обменных мероприятий или обсудить идеи и опыт культивации.
Одна из комнат в корабле была полностью окутана звуконепроницаемым лазурным световым барьером, а на кровати внутри комнаты сидел мужчина со смуглым цветом лица. Вокруг него парили 7 синих куриц, и они непрерывно поднимались и опускались, издавая слабый жужжащий звук. Глаза мужчины были закрыты, и он делал серию печатей руками. Тем временем 7 куриц светились все ярче, и по воздуху распространялась грозная вспышка колебаний силы закон. На лице мужчины появилась слабая улыбка, когда он сделал печать рукой, и 7 куриц мгновенно упали ему в руки. Мужчиной был никто иной, как замаскированный Ханли, а эти 7 куриц назывались 7 кольцами яркой звезды, редким набором бессмертных сокровищ, которые он нашел в инструменте для хранения полного стража в черной мантии. Они в основном использовались для захвата врагов, и сила закон, которую они содержали, также была направлена на захват. Ханли провел несколько экспериментов за последние несколько дней и обнаружил, что эти 7 куриц яркой звезды довольно грозные. В частности, при использовании в ясные ночи кольца могли резонировать со звездной силой ночного неба, чтобы значительно увеличить свою мощь. Скорее всего, Ханли нанес удар с такой эффективностью и жестокостью, что полный страж даже не успел вызвать это сокровище, прежде чем был убит. Ханли открыл рот, чтобы создать поток лазурного света, который вернул кольца обратно в его тело. Несмотря на то, что он уже вернул объединенные 5 экстремальных гор, наличие большего количества сокровищ для захвата, естественно, никогда не было плохой вещью. За то время, что он провел на молниеносном морском корабле, кольца уже были частично усовершенствованы, и ему не потребуется много времени, чтобы завершить процесс усовершенствования. Кроме того, у худого стража также было грозное бессмертное сокровище, называемое небесным флагом призрака Асуры, в его инструменте для хранения. Однако это было призрачное бессмертное сокровище, которое не очень подходило для его искусств культивации, поэтому он лишь кратко осмотрел его, прежде чем вернуть в свой браслет для хранения. Что касается молодого человека в серебряной мантии, то он был культиватором стадии Золотого Бессмертного, у которого явно были очень могущественные покровители, и у него было гораздо больше сокровищ, чем у его 2 стражей поздней стадии Истинного Бессмертного, обладающих 4 бессмертными сокровищами. Помимо объединенных 5 экстремальных гор и черной чернильницы, был еще серебряный колокольчик, который он вызвал в начале битвы, и черный меч в форме клыка. Подумав об этом, Ханли открыл рот, чтобы выпустить объединенные 5 экстремальных гор, и они зависли перед ним, вращаясь на месте, выпуская огромное пространство серого света, которое было усеяно серыми рунами и испускало вспышку грозных колебаний силы закон. Он уже тщательно изучил объединенные 5 экстремальных гор и обнаружил, что их внешний вид не сильно изменился, но внутренне они кардинально изменились, и во все 5 экстремальных гор было влито много духовных материалов. Несмотря на то, что он усовершенствовал 5 экстремальных гор, такие материалы, как гора, пропитанная божественной сущностью, и кристаллы арктического происхождения, оказались чрезвычайно труднодоступными, и ему едва удалось собрать достаточно, чтобы усовершенствовать 5 экстремальных гор. Каким-то образом молодой человек в серебряной мантии смог найти большое количество всех 5 видов материалов, увеличив мощность 5 экстремальных гор почти вдвое. Кроме того, он также использовал какой-то метод усовершенствования, чтобы полностью слить 5 гор в одну, тем самым еще больше увеличив ее мощность. В частности, силы закон, пронизывающие ее, стали гораздо более грозными, чем раньше. Разные мысли проносились в голове Ханли, когда он чувствовал колебания закон, исходящие от маленькой серой горы. Еще в царстве духов его база культивации была слишком низкой, чтобы он мог постичь силы закон, поэтому он не обращал особого внимания на намек на силы закон, которые содержали объединенные 5 экстремальных гор. Однако теперь все было совсем по-другому. Уже достигнув поздней стадии истинного бессмертного, он столкнулся со многими грозными врагами и стал свидетелем множества видов сил закон, тем самым давая ему лучшие представления о колебаниях закон, которые испускали объединенные 5 экстремальных гор. Эта сила закон была чрезвычайно сложной, и казалось, что он связан с захватом, но также совершенно отличалась от сил закон захвата, пронизывающих 7 куриц яркой звезды. Однако о том, чем эти силы закон отличаются и как он может надеяться по-настоящему овладеть ими, Ханли все еще не имел ни малейшего представления, и он покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли. Даже прямого поглощения духовной жидкости флакон контролирующего небеса, которая содержала силу законов времени, было недостаточно, чтобы он овладел законами времени, поэтому, несомненно, было бы еще труднее попытаться овладеть определенными силами закон только с помощью бессмертных сокровищ. Видя, что он не может этого понять, не было смысла чрезмерно думать об этом. В любом случае, добавление этих грозных сокровищ в его коллекцию, безусловно, было хорошей новостью. Подумав об этом, он открыл рот, чтобы снова проглотить объединенные 5 экстремальных гор.
Он был тем, кто создал это сокровище, поэтому ему не потребуется много времени, чтобы снова усовершенствовать его, теперь, когда он его вернул. Помимо объединенных 5 экстремальных гор, Ханли вернул еще одно потерянное сокровище из инструмента для хранения молодого человека в серебряной мантии, а именно грозовые крылья. Это сокровище было далеко не таким мощным, как объединенные 5 экстремальных гор, но оно было с ним еще со времен Царства Смертных, поэтому он, естественно, был очень рад вернуть их. Возможно, грозовые крылья не смогли привлечь внимание молодого человека в серебряной мантии, но они никогда не были усовершенствованы, и их небрежно бросили на дно его инструмента для хранения, где они, скорее всего, уже пролежали много лет. Следовательно, он смог легко снять печать и восстановить контроль над крыльями грозы, тем самым избавив себя от необходимости совершенствовать их. Глава 345. Залечь на дно. В данный момент Ханли одновременно совершенствовал объединенные 5 экстремальных гор, 7 колец яркой звезды и тот серебряный колокольчик в своем теле. Колокольчик был бессмертным сокровищем, которое содержал какой-то вид сил закона звуковых волн, и тот факт, что он был способен рассеять зеленые бамбуковые мечи облачного роя всего одной атакой, был явным свидетельством его силы, и именно поэтому Ханли решил поработать над его усовершенствованием. Что касается черного меча в форме клыка, то он был похож на небесный флаг призрака Асуры тем, что он также был сокровищем атрибута инь, поэтому он отложил его в сторону. На данный момент его духовное чувство было сравнимо даже с культиваторами ранней стадии Золотого Бессмертного, но усовершенствование 3 бессмертных сокровищ одновременно все еще было его пределом. Что касается черной чернильницы, которая была способна высвобождать истинный свет уничтожения души, то она содержала гораздо больше силы закона, чем объединенные 5 экстремальных гор, серебряный колокольчик и другие бессмертные сокровища. Ханли, естественно, хотел сделать это сокровище своим, но, похоже, оно содержало какое-то ограничение, которое делало невозможным для Ханли усовершенствовать его, чтобы он не пытался сделать. Из-за этого Ханли чувствовал некоторое разочарование, но в данный момент у него не было недостатка в бессмертных сокровищах, и у него не было так много времени, поэтому он мог только отложить чернильницу в сторону. Помимо бессмертных сокровищ, инструменты для хранения Троицы также содержали множество других сокровищ, а также бесчисленное множество пилюль и ценных материалов. В частности, один молодой человек в серебряной мантии обладал более чем 10 материалами, которые были пропитаны силами закона. Кроме того, у Троицы было в общей сложности более 10 тысяч камней бессмертного происхождения, и с такой огромной добычей Ханли не придется беспокоиться о камнях бессмертного происхождения в течение очень долгого времени. Однако самым большим приятным сюрпризом для Ханли стало то, что он нашел большое количество ингредиентов для пилюль Да в инструменте для хранения молодого человека в серебряной мантии. Там было целых 7 из 9 ингредиентов, перечисленных в рецепте пилюли Да, и все они также были в довольно больших количествах. Ханли сначала был весьма шокирован этим, но все тут же обрело для него смысл, когда он нашел идентичный рецепт пилюли Да своему собственному. Похоже, молодой человек в серебряной мантии тоже намеревался изготовить пилюлю Да, и, учитывая его статус и грозную мощь Северного Ледникового Дворца Бессмертных, это не было бы труднодостижимой целью, но теперь эти ингредиенты попали в руки Ханли. На данный момент ему не хватало только 2 ингредиентов для пилюли Да: корня небесного женьшеня и травы деформированной росы, и он был уверен, что сможет приобрести их, если будет внимательно следить за информацией, циркулирующей в гильдии странников. Внезапно ему пришла в голову мысль, и он перевернул руку, чтобы достать золотой значок размером с ладонь, который был изготовлен из какого-то особого металла, и он был чрезвычайно тяжелым, несмотря на свой небольшой размер. На одной стороне значка был изображен золотой дракон, ревущий в небеса, испускающий чувство непревзойденной мощи и величия, а на другой стороне было имя — Тааюй. Над именем был изображен узор в виде короны из перьев, и выражение лица Ханли слегка потемнело при виде золотого значка. Как раз в этот момент он внезапно поднял бровь, открывая окно своей каюты. Снаружи было бурное море гроз, но вокруг молниеносного морского корабля были ограничения, поэтому звук грома и разбивающихся волн в основном не пропускался. Слабый проблеск золотого света появился в далеком небе, прежде чем исчезнуть во вспышке, и в следующее мгновение во вспышке пространственных колебаний в каюте Ханли появилась формация молниеносной телепортации, после чего внутри нее появился Даос-Се. Золотая формация молниеносной телепортации быстро хлынула в тело Даос-Се дугами золотой молнии, и Ханли кратко взглянул на Даоса-Се, прежде чем заметить: «Похоже, ты полностью выздоровел». Даос-Се кивнул в ответ. «Я и не думал, что сила молнии здесь будет такой обильной. Это действительно помогло мне восстановиться». Ханли ничего не ответил на это, когда он отошел в сторону, чтобы впустить Даоса-Се в каюту, а затем снова сел, скрестив ноги.
Даос Се сильно истощился в предыдущей битве, и после прибытия в море гроз он тут же начал поглощать чрезвычайно обильную силу молнии, чтобы пополнить свои силы. К облегчению Хань Ли он смог полностью восстановиться всего за несколько месяцев. Наличие союзника стадии Золотого Бессмертного было чрезвычайно полезным, поэтому было очень важно, чтобы Даос Се был в хорошем состоянии. «Похоже, ты все еще беспокоишься об этом Таоюе», заметил Даос Се, увидев золотой значок, который держал Хань Ли. «Я бы не сказал, что беспокоюсь. Я уже убил его, так что нет смысла думать об этом. Мне просто интересно, узнал ли Дворец Бессмертных, что это я убил его», ответил Хань Ли. Раньше он тратил много камней бессмертного происхождения на поиски информации об этом золотом значке в гильдии странников, и его усилия окупились. Этот значок был значком старейшины Дворца Бессмертных, а Таоюй — это имя молодого человека в серебряной мантии. Он также был недавно назначенным старейшиной Северного Ледникового Дворца Бессмертных, и, кроме того, он на самом деле не был из Северного Ледникового региона Бессмертных. Вместо этого его отправили сюда из какого-то другого региона Бессмертных более 1000 лет назад, чтобы накопить опыт, и он, конечно, не ожидал встретить свою кончину в этом чужом регионе Бессмертных. Дворец Бессмертных ни за что не позволит ему уйти от ответственности, поэтому в данный момент он покидал континент Древнего Облака с намерением вернуться в море Черного Ветра, чтобы проверить своего аватара земного божества и ненадолго залечь на дно. Море Черного Ветра было очень уединенным местом, которое было практически полностью отрезано от внешнего мира, что делало его подходящим местом для него, чтобы спрятаться от Дворца Бессмертных. Учитывая мощь Дворца Бессмертных, им не составит труда определить тебя как виновника, но ты ушел очень своевременно, и благодаря этой формации молниеносной телепортации на дальние расстояния даже Дворец Бессмертных не сможет выследить тебя в ближайшее время, сказал Даос Се. Я, конечно, надеюсь, что это так, сказал Хань Ли с кривой улыбкой. Кстати, я и не думал, что ты сможешь так быстро овладеть формацией молниеносной телепортации. Это стало для меня большим сюрпризом. Формация довольно сложная и сочетает в себе как силу молнии, так и пространственную силу. Хорошо, что я уже обладаю врожденным мастерством над силой молнии. В противном случае мне было бы не так легко ее постичь, ответил Даос Се. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он спросил: «Ты заметил что-нибудь странное или интересное, совершенствуясь в море гроз, брат Се?» «Насколько я помню, нет». «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» — спросил Даос Се. Хань Ли на мгновение заколебался, а затем рассказал Даосу Се о гигантском глазе в вихре грозового облака, который он видел во время своего последнего путешествия по морю гроз. На лице Даоса Се появилось торжественное выражение, когда он воскликнул: «Это очень тревожная информация, совпадает ли что-нибудь в твоих воспоминаниях с описанием глаза?» — спросил Хань Ли. «Нет. Я впервые здесь, в этом море гроз». Сказав это, я не думаю, что даже нефритовый бессмертной стадии высшего зенита смог бы серьезно ранить тебя одним взглядом, как это сделал тот гигантский глаз, сказал Даос Се. И Ся Циньхань, и лорд Да Байли были всего в одном шаге от достижения стадии высшего зенита, но я чувствую, что даже если бы они достигли стадии высшего зенита, они все равно не смогли бы продемонстрировать даже малую часть силы этого глаза, согласился Хань Ли, кивнув. Это место уже довольно близко к центральной области моря гроз, и именно там я столкнулся с этим гигантским глазом. Теперь, когда ты уже полностью выздоровел, я предлагаю тебе оставаться внутри молниеносного морского корабля, чтобы не рисковать столкнуться с этим грозным существом, сказал Хань Ли. Более того, он следовал своему собственному совету, строго оставаясь внутри молниеносного морского корабля на протяжении всего этого путешествия. «Хорошо», — ответил Даос Се, кивнув. Тем временем Ауян Куйшань и другие лорды Да, которые восстали против Да Пылающего Дракона, стояли в главном зале секты, и все их ауры были довольно нестабильны, что указывало на то, что они все еще не оправились от полученных травм. Напротив них стояли еще 7 или 8 золотых бессмертных из Дворца Бессмертных, а Ся Цзиньхань сидел на главном стуле в зале. Все лорды Да были очень недовольны, видя, что Ся Цзиньхань занимает такое важное место в секте, и некоторые из них смотрели на него с явной яростью, но Ся Цзиньхань не обращал на них внимания, когда спросил: «Как продвигаются дела? Нам уже удалось выследить Даоса Хуяня и Юнни». Оба они бежали на континент Верхний АРР с тяжелыми ранениями, и старейшина Луюэ уже отправился за ними с несколькими другими старейшинами. Я уверен, что скоро будут результаты. Однако Байлиянь до сих пор ускользает, и неясно, как ему это удается, сообщил старейшина Дворца Бессмертных. Очень хорошо. Несмотря на то, что Байлиянь все еще в бегах, он уже тяжело ранен, и после повторного воспламенения его кармического огня все его прошлые несколько миллионов лет культивации пошли прахом, так что он не будет представлять угрозы ни для кого.
На самом деле он, скорее всего, даже не сможет противостоять пятому распаду, сказал Сяо Цзиньхань, кивнув. Казалось, что он говорит это всем присутствующим культиваторам Дворца Бессмертных, но все лорды Да также слушали со смешанными чувствами. Лорд Да Ауян, Даос Хуянь и Юнь не совершили кардинальное преступление, измену, помогая Дворцу Реинкарнации. Согласно правилам Небесного двора, все их родственники и ученики должны быть задержаны и отправлены в Небесный двор. Вы уже сделали это? Спросил Сяо Цзиньхань, поворачиваясь к Ауян Куйшаню. Да, ответил Ауян Куйшань, слегка подергивая веком. Очень хорошо. Можете идти, сказал Сяо Цзиньхань, пренебрежительно махнув рукой. Все культиваторы Дворца Бессмертных тут же ушли, а лорды Да переглянулись, и только после едва заметного жеста Ауян Куйшаня все они тоже вышли из зала. Несколько мгновений спустя все лорды Да собрались за пределами зала, и мужчина с золотым мехом среди них был в ярости, когда проворчал: «Каковы намерения Дворца Бессмертных, лорд Да Ауян? Инцидент с Байлиянем уже завершён, так почему они все еще здесь? Они пытаются воспользоваться этим инцидентом, чтобы захватить наши Да Пылающего Дракона, и если бы я знала, что так случится, я бы не стала помогать им целиться в лорда Да Байли». Если бы лорд Да Байли был здесь, Сяо Цзиньхань определенно не посмел бы быть таким высокомерным, холодным голосом сказала женщина с серебряной кожей. У всех на лицах появилось сложное выражение, когда они услышали это, в то время как Ауян Куйшань хранил молчание с кривой улыбкой на лице. Намерения Дворца Бессмертных были ясны. После недавно завершившейся битвы Да Пылающего Дракона понес серьезные потери и больше не мог сравниться с Дворцом Бессмертных. На данный момент одного Сяо Цзиньханя было бы достаточно, чтобы уничтожить все Да Пылающего Дракона. Друзья, эти главы — хладнокровие на грани гениальности. Пик белого нефрита рушится, они едва уносят ноги, но даже в этот момент Дао Ссе намеренно сжигает душу Золотого Бессмертного, оставляя пустую оболочку, ключевой ингредиент для пилюли Золотой Души. Прорыв барьера желтого тумана обходится в 300 камней бессмертного происхождения, целое состояние за один выход. Но моментальная инвентаризация показывает: 5 экстремальных гор возвращены, 7 колец яркой звезды, 7 из 9 компонентов пилюли Дао. Затраты окупились. Дальше раствориться. Молниеносный морской корабль, курс на море черного ветра. Дворец Бессмертных жаждет мести, а в самой секте Дао Пылающего Дракона разворачивается политическое поглощение. Мятежники думали использовать хаос, а стали пешками Сяо Цзиньханя. Но настоящий вопрос — гигантский глаз в вихре моря гроз. Пока бессмертные делят секты, истинная угроза молча наблюдает из шторма. Готовлю продолжение.